Привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook на почту Яндекс.Почта. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете отправлять себе на Яндекс.Почту уведомления про каждый новый лид, для того, чтобы не пропустить ни одного из них. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие «Загрузить лиды». Теперь вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Желательно производить подключение через инкогнито в браузере, для того, чтобы у вас появилось окно ввода логина и пароля нужного вам аккаунта Facebook. Далее вам необходимо кликнуть «Изменить настройки», для того, чтобы вы могли указать, к каким именно рекламным страницам вы предоставляете доступ к сервису Apex Drive. На этом этапе я рекомендую отмечать сразу все рекламные страницы, для того, чтобы иметь возможность в будущем с ними работать. Если после подключения аккаунта Facebook у вас появится новая рекламная страница, нужно будет выполнить через инкогнито в браузере заново подключение вашего аккаунта и на этом этапе отметить эту страницу галочкой. Обратите внимание, что на этом этапе вам необходимо включить все галочки доступа. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь вам необходимо выбрать страницу, из которой будет происходить выгрузка лидов. Затем вы можете выбрать формы индивидуально или указать «Да, подключать все текущие и новые формы». В этом случае выгрузка лидов будет идти по выбранной рекламной странице по всем формам, которые на ней запущены. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет или отображаются тестовые данные Apex Drive, вам необходимо проверить наличие админ прав к странице, которую вы указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных указываем Яндекс.Почта. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать вашу почту и пароль. Обратите внимание, нам необходимо проверить, включен ли протокол IMAP и по какому паролю у вас будет происходить авторизация. Для этого переходим в личный кабинет Яндекс.Почта. Далее необходимо перейти к настройкам. В разделе «Почтовые программы» нам необходимо включить эти галочки, а также создать пароль для приложений, если он у нас еще не создан. Для этого необходимо перейти в управление аккаунтом. Находим пункт «Включить пароли приложений». Далее вам необходимо создать новый пароль, который будет использоваться для авторизации в сторонних приложениях. Теперь вы можете указать название по названию системы, из которой планируете получать данные, например, Apex Drive. На этом этапе вам необходимо скопировать этот пароль и вставить его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Теперь вам необходимо указать свою почту Яндекс, которая будет использоваться в качестве отправителя. После выполнения всех необходимых действий и заполнения полей кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля, которые необходимы для отправки сообщений.
То есть на этапе доступа вы подключаете свою почту, которая будет использоваться в качестве отправителя. В поле «Кому» email вы указываете почту, на которую будут приходить новые лиды. В данном случае я укажу ту же самую почту, которую и подключил. В поле «Тема» вы можете прописать необходимый текст, как бы вы хотели, чтобы назывались письма, с использованием переменных, которые приходят из Facebook. Переменные, которые можно передавать из Facebook в почту, находятся в выпадающем списке. В теле письма вы можете указать дополнительные данные, которые хотите передавать из Facebook в качестве новых писем. После заполнения необходимых данных в теле письма кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример письма, которое будет отправляться при каждом новом лиде из Facebook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Яндекс.Почта». После успешной отправки переходим в почту, которую вы указали в поле «Кому» email и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи. Для того, чтобы изменить название связи или выбрать ее интервал срабатывания, необходимо перейти к настройкам. Интервал срабатывания связи выбираем, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!